Коммунизм. А бракоделы, видишь, их не берут на такой праздник жизни. Так, апрель 74-го года. А, бракоделы это а где Ну бракоделы? вот, смотри, бракоделы. Вот. А, Так, кто, короче, брак делает, того не берут. А вот это, посмотри, кстати, похоже на этот, на Газпром чем-то. ага, да. Такие счастливые. Тут надо было дорисовать еще такие бутылочки, знаешь, вот в карманах такие. Типа, как вот мерзавчики, знаешь. Они тоже на субботник не ходил там так на сухую, наверное. Это точно. Так, с цветами, с пирогами. Такие счастливые. Смотри, короче, вот бракодела, смотри, его поджопник типа дали, летит, смотри. Ага. Типа на него смотрят так, типа с усмешкой. Вот он, вот бракодел. Поджог как-то не сильно, конечно, это. Ну, короче, он летит, видишь, такой, или бежит, или... Да. Так, что у нас тут дальше? Кто обидел почтальона? Какие-то детские эти, видишь, такие карикатурки. А, это школа, видно. Смотри, видение осталось видением. Видишь, была школа, типа, такая деревянная. Видно, плохо было. А потом вот такое стало. Без окон, без дверей, типа. И оно зависло. Ой, офигеть. Коммунизм. Смотри, девочка плачет такая. Так. Дальше, что у нас тут? Бревна. Ну, короче, леса пиляют. Что же вы делаете? Это же не река, а дорога. Такое, это, машина такая амфибия. Зеленая. Зеленая, да. Так. Смотрим дальше. Что у нас? Карикатуры. Беспризорный почин. Ну, тут я тот смысл этого не улавливаю. Мальчик, давай меняться. Мы тебе купим велосипед, а ты нам подари самокат. В чем тут вообще прикол? Мне непонятен. Как бы. Такой юмор есть, который уже не поймешь. Может что-то снять с него какие-то. Блин. Короче, смотри. Подшипник. Вот подшипники, да, колеса, Да. подшипники. Кстати, я слыхал, что какие-то вот эти вот самодельные самокаты вот такие делали там вот именно как с подшипников таких больших колес. Вот оно что. Я думаю, в чем тут прикол? А ну все. Так, коровы. Вон двуголовая корова, смотри, вот двуголовую породу вывели. Так молока не прибавится, а поголовье. Ну, только Слышал? есть будут больше. Потому что такие советские были вот эти все, знаешь, типа есть зато план, типа все, а то, что там ни хера нет, то всем было наплевать, по сути. Так. Ордер на груди. Смотри, заявка. Это сначала спрятался под стол, потом раз, типа, и... Короче, прячется, видишь? Рисунок Тильмана. Тильман. Тут таких много, кстати, с такими фамилиями интересными. Тильман, там, Абрамов. Так, и же Есина BBC. Это, смотри, вот это, как слушали то радио, знаешь, всякие BBC, там вот то Змей-искуситель. А это вроде как сделали такое, вроде как молится, знаешь, как религия на радио BBC, типа, блин. Ну да. Ленина не прикопали, чтобы, знаешь, чтобы на него все молились. Зато тут, типа, они смеются, что с BBC кто-то там. Так. А тут какая-то страничка пошла Средней Азии. Какие-то детки что-то. Че не детки, че девки что-то там. Ковры. Ковры какие-то. Ковер Ковер. ткут. Обыкновенный рекорд. А тут он аксакалы, смотри, какие сидят. Что-то там. Ну, короче, здесь надо читать этот текст, он длинный. Читать мы его не будем. Нет, Что-то там там. есть желающие, то, конечно. Да, то, конечно, можем почитать. Просто ты его вот будешь читать его 20 минут, потом в конце концов типа скажешь, да что-то оно такое не сильно понятно, не сильно смешно. О, вот это вот, мне нравится, смотри, объявили, блин, что за мушва налетела? Объявили месячник культурного обслуживания, в связи с чем всему нашему отделу предоставили внеочередной отпуск. А вот смотри какая. Ага.
Как при Советском Союзе Да, да, были. да. А вот подойдешь, так спросишь что-нибудь, будет тебе. Только за то, что ты посмотрел и спросил, знаешь, вот. Ну да. Да и сейчас такое бывает, конечно. Сидят такие, смотрят, Ванос такой сидит, такой грустит. Месть калмычки. Когда еще бан работал и рука, и отары стригал бы. Ладно, не будем читать, но какой-то мелкий такой шрифт. Ревнивый кактус, памфлет. Так. О, это пошли тут какие-то эти политическая страничка. Торговое соглашение между США и СССР. Сенатор-детонатор. Короче, понятно. Это надо было вставить обязательно какую-то фигню там с политикой. Горемыка. Тут что? Идет, песенку поет и под жопу получил. И под жопу получил, да, смотри, красным сапогом таким. Угу. Еще раз пришел, еще раз. Посуду не принимаю. А он хочет вина. Он, может, хотел с ней просто там типа распить. Не, он думал, что ей еще что-то ему нальют. Видишь, тут написано вино. Ты подумал, что ему бутылку нальют? может? Да, он думал, что он уже сдаст и еще получит. Он тут, короче, такой двухсмысленно. Так. Нарочно не придумаешь. А он, смотри, ждал этого. Счет ждал, пока принесут еду. Ага. И съел это. Смотри, гражданин, возьмите пока счет за съеденный фикус. Обалдеть. Бабка, смотри, увидела знак стоп, где-то видно, с какой-то периферии. И типа, черт, никак окаянный за границу мне завез. Вот так вот. Ну аж. Да. Если где-то в колхозе работала, она там ничего не видела, так приехала, конечно, там букву увидела незнакомая. Швейцария. Так, а тут у нас что тут у нас? Тут обычно такие еще гротескные эти. У парадного подъезда. Короче, если энергетический кризис, буржуи вот эти вот все. Плохиши, такие носы, посмотри, какие у всех. Угу. Рисунок Черепанова. Так, сейчас принесем следующий. 15 копеек стоил. Ну, когда-то же это читали, и было очень интересно. Так, вот смотри, какой косяк с косяком. Так, рисунок огородник. Короче, вот огородник, он еще для детских книжек разных писал. Я вот сейчас вспомнил, специально погуглил, у меня книжка где-то есть. Николай Носов, и там Незнайка, что там было, еще какие-то рассказы. И там вот был вот этот огородник. Я вот что-то по почерку так узнал. Короче, развалили этот, хотел сказать, курятник, коровник. Все, ну так, развалился он от жизни такой нелегкой, коммунистической. Крыши нет, ничего нет, и они, смотри, косяк такой сделали и бегут в теплые края. За птицами, он, видишь? Так. Исключительно низкое качество продукции получается у нас благодаря высокой производительности труда. Видишь, лепят тестулки, они кривые, косые, смотри, зато много. Вот это так вот, советское такое качество. Сейчас тебя кто-нибудь зафукает. За то, что с Советского Союза смеюсь. Угу. А вдруг кто-то, кому-то нравилось. Кому-то жилось хорошо, да, там? Ну да. А, вот эта, которая в прошлом журнале была, продавщица магазина, которая ведь работала, да? Да. В мясном Да. отделе, да, она скажет, блин, смеешься, смешно тебе, перепутаница. Смотри, какой хамон, смотри, какой, глянь. Такое даже было. Короче, не знаю, что тут за перепутаница, но нарисовано так прикольно, такие, прям как комиксы такие. Что неверно изобразил художник. Умейте вести себя за столом служебным. Не тянитесь через весь стол. Смотри, взятку дает, то такая рука у этого такая. И сфера услуг, не надо даже тянуться. Ну да.
Отлов бюрократа. Тут, смотри, целый разворот. Угу. Зам, не забывайте о соседях справа и слева. А это что, секретарша вот это? Смотри какая. Смотри, как нарисовали, знаешь, так. Ага, на Сколько лет прошло, такие тренды не меняются. на коленках Секретарша сидит. такая, да. Не заставляйте даму стоять, если сами сидите. Так. От ваших музыкантов оглохнуть можно. Дайте жалобную книгу. Не слышу. Какие музыканты. Такой, с бородами такой, как у Зазатопа, то группа была такая. Ты сейчас, наверное, есть. Так. Тут я что, вообще не понял, о чем что-то. Бриз. Вот это, думаю, это ж кому-то нравилось такое. Угу. Любовь к природе. Фантазии без вымысла. Мухолов, пеструшка. А вон, смотри, какие красавчики. Смотри. Смотри, как. Ковбой. И где ты такую заплатку оторвал? Смотри, как оп, ковбой. Это такой смотрит. Кто-то фильм не смотрела «Горбатая гора»? Нет. Там вот про ковбоев таких Не суровых. Ну, так похожи они такие. Красавцы. Зато какие они модные были. Ага. Это в каком году журнал был? 74-й. Смотри, эти клеш, еще и тут с какой-то бахромой. Это типа я еще даже не родилась. ремень как у тебя, вот этот с этими с заклепками. Какие-то еще у него тут эти, как его, типа бусы, не бусы, не знаю. Как их называют. Браслеты какие-то. Ой. Так, Вьетнам глазами кубинцев. Ну, тут надо было знать, о чем они говорят. Непонятно. Так. Здравоохранение на Западе, смотри. Счета за лечение. Смотри, такие стоят, как семья Адамса, вот, знаешь, Венсдей, смотри, посмотри на нее. Такая еще белая, такая с черным. Короче, положила этот счет вот так вот, и у него нога вот эта вот задралась, видишь, от этого веса. Офигеть. Так. Спортивная осень. А вот смотри, какой вытрезвитель. Вытрезвитель. Да у него бутылка в штанах. Угу. В какой-то церкви построили вытрезвитель. Ну, что-то так, знаешь, такой церковный воздух прохладный, как бы, знаешь. Я думаю, такого вот хватало. Как бы. Ну, у нас там кинотеатр был, церковь, кинотеатр. Там что-то от купола снесли, кинотеатр был. Сейчас какую-то там опять церковь построили. Смотри-ка, пруд, надо рыбтрест организовать. Так, вот смотри, какая эстакада. Бабы сами придумали, чтобы спину не гнуть. Смотри. Коров дует. Ну да, подошла корова так. Или бычок там подошел уже. Мужик, как пойдет. Передайте, пожалуйста. Маша немного задерживаюсь. Смотри, передает машину. Ну да, это О, вот это мне нравится, смотри. Нож с лупой для ресторана. Вот это сейчас актуально такое, знаешь, в принципе, тебе же это непонятно. Удочка на электрического угря. Полезные патенты. Будильник такой. Смотри, кот за хвост и типа песочные часы, и так вот кота держат. А вот это лапти, что это в одну сторону и в другую. Ну это для ходьбы назад. А. Это для каких-то шпионов, вот, знаешь, какой-нибудь там мистер Питкин там в тылу врага, вот, что оденет. А вот смотри какая, смотри как вырисовывали, старались. Смотри, свастика. Сейчас заблокирую еще с такими словами тут. Итальянский неофашизм поднимает голову. Роза ветров. Ну это какая-то политическая, видно, там какие-то были события. Так. Сейчас посмотрим какой-нибудь другой журнал. Что у нас там еще в запасе есть.
О, давай веселые картинки. Вот это мне нравится. Арбузики. Арбузик. Арбузики, арбузики. Смотри какой. Еще такая был формат такой вот, как горизонтальный. Видишь, вот они там вот вертикальные были, как сейчас, там вертикальные стримы, горизонтальные, знаешь, вот. Горобчики такие. Цвырь-цвырь-цвырь. И несут этот кавунчик, смотри, семечки так, веселые картинки. 77-й год. Ты уже родилась? Не. Не, я еще, у меня нету. Так, что тут у нас пошло? Смотри. А это какая-то коллаборация, смотри. В гостях киргизский и эстонский. Киргизский какой-то Жаш Ленинчи. И Тахеки, это эстонский журнал такой был. Видишь, какие-то типа сказочки такие, рассказики. А, это типа вообще загадки. Гору за ниточку повели. Верблюд. Вот так вот. Верблюд и верблюдиха по степи бродят, отдыхать за гору уходят. Солнце и луна. В общем, такие незамысловатые эти. А смотри, какая лопата, смотри какая, смайлик. Смайлик, еще и метла, смотри какая тоже. Нос такой. А вот смотри, можно было киргизские, эстонские народные костюмы для кукол. А, это такие куклы раньше были. Нет, смотри, вот этот размер куклы был в номере 1. Правильно. И вот это ты... Это можно было вырезать эту одежку, Да. а потом на куклы одевать. Такие куклы в детстве так были у нас. Да, и здесь, видишь, ты так подписался, так получил, потом приходит, и ты что новенькая, уже новенькая. Ну, единственное, что на практике, оно, конечно, так вроде интересно, а вот эта вот вырезалка, а вот бумага как бы не для этих целей. И оно, знаешь, настолько жидкое и клипкое, вот это сразу оторвалось, как бы. Так вроде интересно, но на практике оно было, конечно, так. Ну, тогда, наверное, в то время это, конечно, наверное, это было все равно интересно. Прикольно, как бы. наверное. Так, сделай сам. А вот смотри, можно было паровозик. Ну, понимаю, этот паровозик, это как лекало. Видишь, перерисуйте детали на цветную бумагу, типа вырежьте и склейте. Да, вот это вот был же раньше еще цветной картон был. Может, можно на картон. Ну да. А вот смотри, какое стихотворение. Марина Потоцкая. «Бывает» называется. Бывает, что дети летают. Весной и не это, поверьте, бывает. Весенние ветры ребенка подхватят, поднимут как птичку, на ветку посадят. А с ветки, пожалуйста, очень легко лететь высоко, высоко, высоко. И дети летят на знакомые улицы, а мама внизу, дожидаясь, волнуется. Та красная крыша, Володенька наша, обедать пора, приземляйся, Наташа. И дал бы мне ручку, теперь не висел. Я, кажется, так читаю. Зацепившись за тучку, и бабушка чья-то с биноклем стоит, в бинокль на детей, на летучих глядит. Подумайте, прежде летали во сне, а нынче с антенной внучок машет мне. На улицу с неба свалилась калоша, лететь не хотела она. Как Алеша несется над городом смех озорной. Ну что ж, не такое бывает весной. Такой отличный стих Бланкман. Рисунок Бланкмана. Бланкмен, это знаешь, как вот, может, псевдоним, как Бланк, это как, ну, ты понимаешь, как это как Бланк. Бланкман. Человек Бланк. Смотри, какой тут. Ну, классно нарисовано, кстати. О, котик кот такой вообще. И с такой. шариком, да, летит. Я так думаю, что никто ему, правда, видишь, никто ничего не перерисовал. Собачка, смотри, какая. И такие, смотри, видишь, у каждого вот качественно нарисовано, видишь, у каждого вот свое именно лицо. Не просто так вот знаешь, как вот нарисовали какие-то, как вот сейчас любят какие-то мультики, лица такие непонятные, вот, знаешь. У каждого свое выражение лица четко, видишь, вот свой настрой, свой типаж, вот это вот супер. Именно художники рисовали. А эти, смотри, перепуганные. Это, смотри, такая радуется, этот пальцем тыкает, это что-то всралось, походу, смотри. Это, а этот такой скептично. А, этот молится вообще, смотри. Ой. О, ежики. Желтик. Ежики. Ну, это что-то долго читать не будем, но вот это кто, змея вот это? Да, а ежики же эти змеи, ты знаешь, они типа их гоняют вообще. Ужики. Короче, здесь вот этот какой-то рассказ надо прочитать, а потом тут вопрос такой, типа не просто так. Ребята, как вы думаете, почему Пеструшка назвала Желтика глупеньким? Дурачком, короче. Ну, во-первых, смотри, тут лиса была, тут змея была, его не слопали как бы, и
Сказать, что он сильно глупенький, результат-то там, он вроде дошел же до конца вот этой страницы. Это уже как бы, Ну да. уже не дурак как бы. Точно не глупенький получается. Так, соломенный бычок. А смотри, вот как делали в Ой, журнале. помнишь, этот был такой, идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Ох, досточка качается, Да. сейчас я упаду. Это был стишок просто, а это у меня, кстати, книжка была «Соломенный бичок». Там Да? намазали, и там к нему все поприлипали, короче, и вот это сидели, да. Короче, смотри, для детей кукольный, вот вырезаешь, смотри, Ага. бабок, дедок, А вот это что, вырезать их можно было? ну да. Но опять же, я вот не знаю, вот смотри, вот тут текст весь. Да. Вот если ты вырезал, вырежешь, текста и нет. всё. Это тебе надо как-то или переписывать, или я не знаю. Вот немного как бы вроде как не глупо, и тут как-то, знаешь, так, Ну, как-то так, типа переписать, ну переписать возможно, да. Ну, короче, это кукольный театр. Вот это склеишь, возможно, там какие-то с картона какие-то ножки делать. Знаешь, раз кукольный театр, значит, надо там как-то их там еще дрыгать. Этот бычок. И, короче, смотри, рассказчик. Вот это типа как в своей роли, видишь, как есть. Вот медведь, бычок. Это, получается, дети собрались, типа там. да. И погнали. Бычок, рассказчик, медведь. И каждого написано, как вот у Шекспира, знаешь, в этих его Ну там. да, вот, роль. четко роль, да. Вот это вообще классно. Да, вот супер. Вот так все свои роли переписали, да? И играют себе. Ну, я думаю, что они даже как-то учили. Я думаю, что тогда, может, даже... Ну просто смотри, если ты вырезала и склеила, то у тебя уже пропало. Все надо переписать, да. грубо говоря, как-то расписать каждому, да. Очень не глупо. А вот это вот тут супер такой вот есть еще. Ну вот видишь, с другой стороны тоже. Короче, не хочу тут вырывать. Так, поставлю. В общем, здесь такая картинка, она двойная вот так вот. Она весь разворот. да. Думаете, на этой картинке все напутано-перепутано, а вот и нет. Рассмотрите ее внимательно, найдите то, что здесь не перепутано. И, короче, вот этот художник такой, Мигунов был. Вот недавно мне один не знаю, подписчик там, или так прокомментировал видео, типа про этого Мигунова. Он собирает, его карикатуры коллекционирует. И этот Мигунов, он там, короче, он еще во Второй мировой, он, получается, воевал там. И он был мультипликатором на этом Союзмультфильме там. И он там добыл, во время войны там как бы оно прикрылось, и он разные мультики, там такой, кажется, мультик есть, пропавшая грамота такой, там, про чертей каких-то там. И вот этот мультик он делал. Потом он другие мультфильмы делал. Короче, там какой-то из таких известных, там новогодний был мультфильм, как вот знаешь, что тревога, волк украл зайчат. Там где такой снеговик на автомобиле ездит. Да, это, короче, да. вот это, короче, его. И он, короче, художник. Вот это он рисовал для вот этого веселых картинок, может быть, там для Мурзилки, для Крокодила, там для разных журналов. И он мультфильмы делал. И он там, короче, он очень такой, как художник, очень большой вклад такой вот сделал. И смотри, здесь вот перепутано. Вот посмотри, видишь, тут луки стреляют задом наперед. Здесь так на внимательность, видишь? Ага. Здесь они на теннисном столе играют фигню. Футбол типа играют, наверное, да? И, короче, в чем его вообще фишка этого? Короче, он узнаваемый. Если так вот, я еще видел там какое-то количество карикатур, я узнавал бы реально. Так как он мультипликатор, у него все в движении. Вот посмотри на картинку, она динамичная. Она вот не статичная. Вот посмотри, эти что-то делают. Эти вот так бегут. И оно такое, знаешь, как... они тут, смотри, наверное, в прятки играют, видишь, на Да. глаза завязаны. Короче, я так не художник, но вот здесь вот видно вот такая динамика в статичности, как бы. Вот посмотри, и у всех свои лица, свои типажи. Посмотри, вот тут вот, этот пацан вот такой, видишь, у него четко лицо, как бы, знаешь. Ну да. Не так, что там лишь бы как. Это так, это так. Ну, короче, это такой вот профессионал, как бы, вот такого высшего уровня. И такая вот картинка, вот, знаешь, вот классная сама по себе. Вот давай вторую посмотрим, второй разворот. Смотри, здесь кино смотрят, а это смотрит кинокамера в другую сторону. Смотри, какая мордочка, в очках такой, смотри, в умный такой, смотри. Важный такой. Да, а это вверх ногами все равно. Это сюда, еще вверх ногами. Вот какой-то, смотри, задумчивый такой. Я на великах, смотри, какой веселый. Тут лукошки вверх ногами. Видишь, да, это лукошки? Да, у них лукошки тут торчат, они бегут с грибами, собирают лукошки, короче. А этот, наверное, на лыжах. А этот на лыжах едет, ну по О, асфальту. это в бильярд играет.
Бильярд с шахматами. Смотри, такой, смотри, вот лицо такое, задумался такой, знаешь, такой, типа, как примеряется. Не, ну класс. Вот. Этот балалайку задом наперед держит. А это, смотри, книжку читает, смотри, лежит такой, а книжка задом наперед. Класс. Ну, в общем, вот этот Мигунов, вот это я буду его так смотреть, где он еще, как бы, в каких, ну, и мне вот он очень зашел, как бы. Ну, так, понимаю, таких много художников, как бы, но, опять же, тебе надо, чтобы показали, ты почитал, знаешь, как бы, вот тогда ты как-то вот узнаешь об этом. Так, дальше, какие-то котики тут пошли, муркотики. Как у нашего кота шубка очень хороша, как у котика усы удивительной красы. Глазки смелые, зубки белые. Понятно? Не надо даже с камня снимать у кота зубов. Смотри, кота запрягли. Смотри, это вообще что-то. Мыши кота запрягли. Ага. Какая Пешком шагали мышки. повозка. Смотри, пешком шагали мышки по узенькой дорожке. От деревушки пешки до деревушки ложки. А в деревушке ложки у них устали ножки, обратно в пешки мышки поехали на кошке. Если кошки по пути, от чего не подвести. И пели по дорожке. До дорожки щелкали орешки, от деревушки ложки до деревушки пешки. Пешком идти не близко, когда идешь обратно, а на пушистой киске и мягко, и приятно. Если кошки по пути, от чего не подвести. Здесь как скороговорка. Я человек прочитал так четко, даже сам удивился, что я так четко прочитал. Ну да. Так. А вот смотри, вот это тоже вот ощущение, как будто ребенок рисовал. Ну, я думаю, что это рисовал, скорее всего, какой-то художник, но только в таком стиле. Написано вот Денисов, но опять же, если когда дети, они бывает подписывают, знаешь, рисовал там какой-то ученик какой-то школы, там такой-то там, или там садика. Вот посмотри, букашка, смотри, с зонтиком таким вот, посмотри. И вот букашка такая тоже с зонтиком. Ну да. А вот такая птичка, знаешь, так вот. Оно вроде как все просто, но нифига оно не просто. Вот тоже... Да, нифига оно не просто, как бы. Оно классно сделано. А рак какой большой жирный. Где? А, вот это? Ага, он такой, смотри, серьезный, смотри, даже так вот. Вроде все просто, видно такой, что он такой серьезный, этот тип в этой. В этой туса. А и вот, смотри, тоже с зонтиком. Да. Вот. Ну смотри, это получается, это болото, смотри, тут дома, это трава. Вот так же получается. Ну, Вон наверное, солнце, да. облака. Мгм. Ты видишь? Ну а да. это болото. Какая-то типа лилия Ну растет. да, вырезали такие букашки. А да. глянь, а тут тоже глянь деревья. Ну, типа как островка там, наверное, на болоте есть. Ну да. Так, клоун Олег Попов, смотри, рыбки. Ага. И рыбок прикрыл зонтиком, Ага. чтобы не намокли. А вот смотри, поливает. Вот это такой, кстати, умный. Смотри, он поливает. Потом побежал, ставил в лейку. Это ж по-нормальному, чтобы, знаешь, с этой штуки цветы попьешь тупо. Ну да. И он, видишь, как бы, типа, Олег Попов, он, типа, не дурак. Знает как. А вот смотри, такой сюрреализм. Рыбка такая на поводке и собачка. Угу. А вот смотри, какая, дунула. Это на тебя похоже чем-то, смотри. Как. Ну так, ну не сильно на меня. А вот смотри, пятачок. Тут придумать надо, короче, рассказ по этим, по картинкам. Так, о, смотри какой грозный. Цена 15 копеек, тоже как крокодил стоил. Типа Маша и Медведь или что-то, да? Ну да, а медведь такой серьезный, смотри, такой идет что-то. И такой, как будто вот он, наш чувак, думаю, сейчас типа пообедаю, посмотри. С палочкой такой. О, головастый такой, как гидроцефальный. Это сидит такую птичку, типа как. Так, давайте следующий. 76-й, этот в каком-то таком стиле сделано, тоже в другом чуть-чуть. Видишь, они за один год, 76-й, они как в таком вот, в рамочке в такой у них. Не знаю, весь ли год, насобираем, когда все остальные посмотрим тогда. Так, это март, весна. Веселая картинка, смотри, какой птички, смотри. Чвыр. Кот красивый. Смотри какой, с шапкой такой, мышка. Ага. Классно так нарисован, такой полосатый, знаешь, такой как мультяшный, точно. Чья шапочка? Короче, тут шапочку кто-то потерял походу. И вот это вот примеряли разные эту шапочку. А ладно, чья это шапочка была? Да походу мальчика, наверное, не знаю. Вот в конце, видишь, такой мальчик, который эту шапку с бубоном потерял.
Моя шапочка. Мама мне подарила, а я потерял. Видишь? Угу. Малыш. Агния Барто. День рождения Агнии Барто. Красное число в календаре детской литературы. Понятно. Вот стихи, смотри. Про бычка, вот как раз ты говорил. А, идет бычок? Да. Вздыхает на ходу, доска кончается, сейчас я упаду. А он: зайку бросила хозяйка. Точно. Под дождем остался зайка. Было Со такое. скамейки слезть не мог, весь до ниточки промок. Угу. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, то будешь там, где мяч. Прикольно. У меня живет козленок, я сам его пасу, я козленка в сад зеленый, на утром отнесу, он заблудится в лесу, я в траве его найду. А, козленок, он, смотри, такой этот, роботизирован, видишь, лапки такие. Такие игрушки были так раньше. Самолет построим сами, понесемся над лесами, а потом вернемся к маме. Я люблю свою лошадку, причешу и шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости. Смотри, какой, на коне такой. Вот такой, смотри, рады, что не на нем, наверное. Это точно. А он зайка тоже, смотри, такой механизированный. Смотри, такой под дождем лежит, но такой, походу, не сильно веселый с этого. Облезет, наверное. Так, что такое хорошо, что такое плохо. А вон, смотри, какая-то. Такая. Грязнуля. Угу. Вот так вот. А вот смотри, типа как сделать можно кубик. Угу. И тут идет такая игра прям целая, смотри. Называется бам. Короче, кидаешь кубики, а вот эти фигнюшки переставляешь. А, И типа как? я поняла. Не вот эти фишечки. Если бы оно было бы разделено, были бы как фишечки. А здесь оно просто так, ты их тянешь, типа как. Угу, угу. Так, а вот смотри, кукольный театр «Теремок». А, вот смотри, как сделать. Ты вот это вырезаешь, и вот на карандаш, грубо говоря, на какую-то или палочку, и в эту, в катушку ставишь. Ага. Попридумывают такое всякое. Не знаю. Тут целая куча таких, Сейчас смотри. дети такое, детям вообще не интересно такое. Тут даже мне он интересно, смотри. Да это тебе, ну ты уже не ребенок. А в твоем... А, ну смотри, вытягивается. Оно вот оторвано было. Смотри, игра. Вертолеты какие-то, речки, смотри. Вот так вот взять, вот так вот, чтобы дети, как говорится, что-то соображали. Смотри, смотришь, игра, да? Это что? Это кораблик. Это какой-то он тягач. Это стройка, это мост. Это вон какой-то трактор, деревья он загружает. Сейчас, знаешь, вот вертолет. Сейчас дети рождаются этот сразу с телефонами. Тягач, еще какой-то бульдозер, он, смотри, рельсы, вот все интересно. Вертолет. Типа вот эти как БелАЗы там, вот эти, или Катерпиллеры. Все как бы так вот, раз и сразу куча информации, знаешь, вот деревья, речка, холмы там. А, вот этот, сразу понятно, что есть такие туннели. Туннели. Сразу понятно. Тут тебе и понятно. Ой. Сейчас вон дети смотрят какие-то, как их эти, страшные Покемонов мультики. там. Да. Не знаю. А вот смотри, какие рисуют. Смотри, это кот какой-то с мультика. Ага. Помнишь, мультик был? Типа, кот там какой-то гав был, или Да, что-то такое, да? Да, был Вот такой. это как с него срисовали. Подарки. Мне туфельки мама вчера подарила, конфеты мне папа принес. Сестра подарила мне щетку и мыло, а брат заводной паровоз. Еще подарили мне чашку и ложку и кубики строить дома. А рыжую кошку, прекрасную кошку, нашла во дворе я сама. Это про тебя. Ну ладно, Мамин. кошку я нашла. Не отрицаю. Ну, Подарки. Им тоже хочется жить Смотри, в вот вообще домике. какой-то тут какая-то трагедия. Почему серый волк обиделся, представляешь? А бабка, смотри, такая с этим, с ружьем, тут, с какими-то, у нее патронтаж такой. Номер 1 бабушка. Ну, короче, здесь что-то обидели волка. Обидели волка. Написали в норку? Да. Ой, блин, я чуть не упала со стулья. Ой, ну тебя. Внучка. Смотри, утром дед спросил у внучки, почему не моешь ручки. Отвечает внучка, я не белоручка. И не дурочка, как бы, руки мыть постоянно.
Ой, капец, слушай. А то потом к бактериям, знаешь, не привыкнет, будет болеть постоянно. Такая соображает. А вот это, смотри, про меня. Брат Алеша. Гайда Лаксдинь. Блин, имя такой фамилия. Раз шажок, два шажок, левый, правый сапожок. Я учу Алешку топать понемножку. Вот так вот. Как оно попалось. Рисунок Вайсборда. А смотри этого весной, смотри, охлаждают. А снеговичка? Все равно труба ему, все равно понимает же, что Бланкман. Что как его не охлаждает там, ну... Вот смотри, обреченность какая в глазах чувствуется. Смотри. А солнце, посмотри, какое зловеще. Да, язык высунула. Прям вообще. Да, Солнце ужастик. жестокое такое, прям конкретно. Да. О, а вот это классный такой рисунок. Смотри. Типа весна. А, сонет весна. И смотри, такое как... Сосульки Вот тают. реально нарисован настолько вот классно, что ты смотришь, что ты весной, знаешь, вот типа из сосульки, и тут вот эти вот солнечные лучи, и такие все как бы радостные. Знаешь, вот просто для детей нарисовано с такой как душой, вот это все вот супер. Рисунок Семенова. Как картина целая. Как. Ну, умели рисовать как бы вот. Так, давай еще тут посмотрим. О, ну тут школа, сентябрьская. Смотри, какой этот. Как раз 1 сентября. Такой Уже идиот в скоро. каких-то штиблетиках таких желтых. Смотри, такой типа еще радый такой, знаешь. Я когда в школу шел в первый класс 1 сентября, я тоже такой типа был радый, знаешь, типа как. Не, ну что, я в школу Потом неделю ходила. походил, как-то уже как. Не, ну в школу радость еще была, что новые тетрадки купят, там какие-то новые ручечки, там все вот это новенькое. Мне что-то нравилось, когда вот это, Не, ну это собирали вот это все. Ну только когда собирали, никогда надо было уже пойти на уроки и сидеть. Там. Ну, на уроках, конечно, да, не сильно. Мне нравилось. Школа, да. Не, ну Так. уже дети какие-то есть, кому нравится. Ну да. А он, смотри, карандаш ему прям бучи такие принес. Так, школа. Погнали. Мчатся 100 грузовиков. Мчатся 100 грузовиков, в каждом 100 больших тюков. Интересно, что же в них? В каждом 100 чудесных книг. В каждой книге 100 страниц, 100 зверей на них и птиц. Знай, разглядывай 100 дней, становись 100 раз умнее. Как в прогрессе. 100 книг 100 раз умнее. Ну да, чем больше. Интересно, вот это 100 раз умнее, это считается от первой книги? Или это когда прочитаешь вторую, ты еще это все в разы умножаешь? Как бы? Нет, это ты будешь сильно умный, наверное. Наверное, так просто от единицы до 100. Да. Так. Что возьмет первоклассник в школу? Что бы ты взяла? Кроме кота. Ой. Я взял бы машинку, конечно. Ну, мяч что-то забрали старшеклассники сразу, я бы не рискнул бы. Ну, конечно, машина тоже стрёмно, но мяч точно не вариант был бы. Ну только это портфель надо брать. И вот это, и еще А, Б. карандаши. Типа к машине ты прохладно относишься, да? Ну В машина, школе. ну я думаю, что не вариант. Да. В школу надо было вот этот веник со цветами брать, чтобы училке подарить. Угу. И типа да, ты будешь такой, знаешь, у тебя сразу индульгенция, типа как. А представляешь, вот все подарят в классе цветы, и никто не выделится как бы. Вот единственное, кто не подарит, может запомнить. А если все, как бы, это все равно, что никто. Тогда с кошаком надо в школу идти, чтобы тебя запомнили. Еще и сачок, видишь, таким живодерством заниматься. Сачком бабочек вот ловить. Там. Ну, это биология еще рановато, конечно, прям. Так, тут что-то... Как Вася подумал, намел, что это пастила. Видишь, какой-то Вася, кальция не хватает. Не знаю. А шо, раньше ели Да мел. еле. Еле. Мел был, ели его. Татушка. Так. Вот смотри, вот это мне нравится. Один мальчик потерял свой. Я поначалу юла думал, а теперь понял, что не так немного. Смотри. Как волчок в лес убежал. Тут же название. Один мальчик потерял свой волчок. Мне вот в детстве такое нравилось вообще. Вот. Ну да, у меня Потерял тоже свой, такое. вертелся волчок и убежал в лес. Видишь, такой хвойно-лиственный. А навстречу ему волчок. Ты кто? Волчок, и отвечает волчок. Давай с тобой играть. Что зарычал волк? А где у тебя хвост? Да как стукнет игрушка. Покатился волчок дальше, а навстречу лиса. Потом, наверное, мышка бежит. Говорит, я тебя съем. Ты кто? Я волчок. Отвечает волчок. Давай играть с волосом. Ну, короче, тут что-то тут ты меня съешь, подумал заяц, и убежал. Скучно стало волчку, и покатился он домой, где жил
Такой там мальчик, смотри, Мальчик. лопоухий такой. И мальчик очень обрадовался. Храбрятка. Ну, и тут какой-то что-то, зайчик плачет. Так. Ага, это тоже, получается, юбилейный журнал, 20 лет ему. В 56 году их начали делать, типа как выпускать. Смотри, этот, хулиган. Ну, а птичек Смотри, с какой. рогатки. А мордочка, смотри, какая такая злая. Ага. Просто он уже прищурился. Такая. Он уже типа целится. Угу. Домик нужен мне самой, смотри. Хотели занять, а тут белка. Всё. А это да, это видно картинка с того. Видишь, вот это еще форма вот такая, знаешь, как у того гимназистская. Ага. Видно была в 50-х годах. А он красная шапка. Смотри, Майдадыр тут такие все едут. Айболит, Буратино. Так. А вот это, смотри, книжку можно было собрать. Вот это ты берешь, вырываешь. И смотри, И складывать потом. как-то сшиваешь ее, скорее всего. Ну как-то, да, или сложить и ниткой. Ну, сшить. степлеры были редко у кого, наверное, как будто да. Нитками. Да, скорее всего, вообще их не было. Ниткой, наверное, сшиваешь. Как бы такая. Где-то у меня такие были, кстати. Я как-то так тоже делал, такая книжечка маленькая, каких-то журналов. А вот смотри, заяц такой раз, схрумкал, все. Пришел и такой сидит, знаешь, такой, типа я не я. А, вот смотри, этот хулиган. Смотри, он бегал, А, птички приклювали его. а заклевали, да, глаза видно. Ой, смотри, Выкололи. рогатку эти птички вон натянули. А, и что-то ему, смотри, пульнули в него, да, чем-то. Смотри. Бежал такой. Я, кстати, вот это внимание не обратил. Да, вот это вот как раз оно. А когда это вырыв... А, все, смотри. Вот оно, получается. Вот если вырвали, это было понятно, что оно в контексте. Угу. Вот так, 20 веселых картинкам. Угу. А вот эта вот рыба похожа на вот тут, знаешь, только это маленькая с этой вот Ага. в Синем море, в белой пене. Ну, там в этой просто еще губы не накачанные. Ну да, да. Еще и тоже, там же она типа человеческая, как русалка была, типа, да, Ага. походу ж какая-то. Ну да. Коса у нее тут такая, это еще такая маленькая, еще такая, знаешь. Карасик. Так. А что у вас? Что ты сделал эти? А еще 11 минут этому. Ну, то запиши, ты будет готово. А вот смотри, бегут дети на зеленый свет. Смотри, какая поучительная. Первый раз в первый класс. Раньше как-то были эти пешеходные вот эти переходы. Я помню, как ходили куда-то, то учительница такая с флажками стояла, со свистком. Да? Да. Ничего себе. У нас так было. Мы там ходили, как вот это, памятнику там цветы возлагали. И вот это я сейчас что-то вспомнила, что да, становилась на дороге и переводили. Вот это такое было. Угу. А вот смотри, какие такие делали. Да. Поделки такие всякие. Смотри, картинки из листьев. Сделали ребята детского сада номер 262, город Харьков. Офигеть. Прислали. Слышь? Так, лесная школа, смотри. Угу. Оп. А вот птичка с колокольчиком, Ага. звонок. Угу. Да. А, ну да, школа же лесная. Так, хорошие журналы. Сейчас что-нибудь какой-нибудь другой принесу. Я тут заодно пока посидела и ногти себе почистила. А у нас, наверное, в аквариуме это скат булькает, да? Вот так настолько активненько. Ну да. Так, смотри, что у меня есть. Смотри, ха-ха. За рулем. 89-й год. Это что такое? Девятка. Это типа девятка? Ну да. Твоя вишневая девятка. Новая модификация неприводного семейства Лада Спутник. Читайте в номере, понятно? Ну покажи, что там в этом. Читайте в номере. Это был раньше очень ценный журнал такой. Тихая эволюция. Курс перестройка. Так, какие-то тексты пошли. Тут самое главное картинки было смотреть, машина. Мотоцикла.
Ты хочешь сказать, что никто ничего не Иш. читал? Да ну тут, конечно, можно почитать, но итальянец Пагани. Нет, и я уверен, что раньше читали, да, оно было как бы так довольно интересно. Уважаемая редакция. Читатель размышляет, критикует, советует. Узнаешь, сживаясь с Таврией. Ой, на Таврии меня катали. Это точно. Салон, блин, вообще не изменился. Что-то да, вот что. Руль такой же. Торпеда такая же была. Не, ну может тогда это было классно. Ну, тогда это все равно было не сильно классно. Как бы. Ну, лучше было, чем, наверное, Москвич, возможно. Так, какие-то Коралли. Теперь 93-й. Что, боди был москвич. Олега, типа, да, какой-то там. Я не знаю. Это был. Танки, эксперименты в Эстонии. АК. Смотри, автомобильный компьютер. Вот так вот. Смотри, машина с каким-то компьютером. Блин, такая, как, смотри, это как послание такое в будущее. Смотри, автомобиль. У него на антенне такие, типа параболические, типа к спутнику, как GPS. И смотри, внутри кнопки, экранчики, только такие кинескопные. Какие-то тут, смотри, стрелка вперед. Блин. Ну да, это написано, смотри, 89, 90, 91, там далее. Ну, это года, типа, скорее всего, будут развиваться. Да. Вот так вот. Ну, понятно, что там вот этот АК-компьютер, который был, это был какой-то примитивный вообще компьютер, понятно. А здесь нарисовали такая какая-то, как Тесла сейчас. Как бы. Ну, оно к этому и пришло. Единственное, что антенны, конечно, не такие, а такие они размером там с ноготь и мониторы. Но вообще, как бы вот, взгляд такой в будущее довольно не глупый. Так. Тут что-то без картинок. Про мотоциклы. Польза, несомненно. Страничка мотоциклиста. Многоколесные, полноприводные. Смотри, здесь указан еще, как вот в этих машинах военных, каким образом здесь приводы эти были. АК. Вот это еще был АК, такой ботинок. Ой. А это что, конкуренты? Гурхель, Бразилия. Сипанг, Дельфин, Индия. Сузуки Альта. Ну, Сузуки-то понятно. Дайхатсу. Ну да, это аналоги. Дайхатсу это Toyota, по сути, и тут Трабан. Это как бы вообще разные автомобили. Ну да, по классу они одни. Фиат. Фиат такая еще тоже такая убогая машина была. ПНР. Это, возможно, вообще этот Фиат в Польше делался, ПНР. Какой-то Дюнор или Дюлор. Ну, такой марки, наверное, нет уже давно. Иноченти, какая-то итальянская. Рентгеновский снимок автомобиля. АК. Да, конечно, такая печалька была. Ну, не знаю. А вон, смотри, гоночные трассы Формулы-1. Это как, наверное, в фильме. Вот, смотри, видишь? Где там они ездили? На трассе Монза какой-то, да, там? Вот на вот этой трассе в этом фильме F1 они ездили, кстати. Ага. Вот она была такая прямая, с таким поворотом тут, и вот так вот. Вот я не ошибусь, если они вот на этой трассе катались. Там. Великобритания. Ну, наверное, да. Конечно, тут трассы этих, которые сейчас, там Абу-Даби всякие, там, таких, конечно. Нет, 12. Италия, Монза, да, вот написано здесь. Трассы Формулы-1, Монза, да, это как в фильме. С Брэдом Питтом. Так.
Ну, здесь тут только читать. Так, а вот еще такое нравилось задачки, знаешь, вот экзамен. Типа как, то листаешь, и если еще машины нет, так что-то там про себя это. Если нет, проверяешь, сколько ты ошибок сделаешь, если есть права. Все равно, даже если там сильно ошибка грамотная, все равно ошибки будешь допускать. Так, Капец, я уже позихаю. Passat. О, ну вот такая, вот это в 2000-х годах был супер автомобиль. Вот 2005 год, там как бы он уже был такой недорогой, и как бы вот он настолько был. Сейчас, кстати, я их вообще почти не вижу. Вот как-то их мало там. То ли они выгнили все. А за какой год вот этот журнал, вот этот? 89-й, по-моему. Ну, эта модель и делалась, по-моему, в 93-м она в другом кузове уже стала. Чуть-чуть. Потом, наверное, 96-го и вышла там B5. Протон из Малайзии. Так. Подшипники. Балансировка колес. Электроподогреватели. Типа Webasto, наверное. Предпусковой автоматизированный выносной электроподогреватель производства Тюменского завода. А, ну это электро. Вот тут как Жигули, обивку снимать Жигули написано. Что такое полезный журнал? Информации же интернета не было. Ну да. Все от нас с тобой пошли. Советы бывалых, там, где там что проволокой прикрутить, знаешь там. А вот смотри. Купер. Это интересно, марка к этому, к мини-куперу отношение какое-то имеет? Скорее всего имеет, Англия. Там же, кстати, вот этого Мини, это как бы есть какая-то версия, типа заряженная. Купер как-то там Лотос. Ну, Лотос-то понятно-то. Так, вот еще один есть. Давайте еще один полистаем, наверное, будем закругляться на сегодня. Так, 89-й год, то был 4-й номер, а это 9-й. У него хорошая репутация во всем мире. Ну да, вот фильм вот этот мы смотрели вот неделю назад. «Мутные воды». И там вот эта девка ездила на Ниве. Фильм, можно сказать, 24-го года. В поисках новых подходов. Так, ну здесь что-то тексты. Танки. Автоматический сигнализатор предупреждает наезд. Ой, Какие-то гоночки ой. на мотоциклах. Вкус мяты. Ты глянь, как он булькает. Угу. КамАЗы для севера. Какой-то автопробег. Смотри, Паккард, Шевроле. Барселонский фрагмент экспозиции машин барселонского клуба на ВДНХ. Аж Но... с Барселоны приехали. Тула в руках сельского жителя. Таврия, неисправности. Понятно, в Таврии даже неисправности бывают. Лицом к лицу. Тренажер зеленой волны. О, тут что-то автополигон. Какой-то полигон. Он москвич, который у Богдана был. Да? Вот, по-моему, да. Я не помню, честно. Что там? Вот Фиеста. Один раз, чи два раза. Я один раз была. Вот Видела Ford эту Fiesta. машину. Новое платье Фиеста. Спортивное. Даже не колесо. помню. Так. Старый Томас. Какие-то луноходики прям такие.
здесь какая-то уже пошла специфика автомобилей. Вот, полезная статья. Разбираем карбюратор типа Solix. Я думаю, сейчас, если у кого-то там такая старая машина, этот починить карбюратор такая проблема. Что с запчастями, что специалистов пробуй найди. Ну, оно нахер никому уже не надо. И денег, представь, сколько платить. Ну Люди да, ж это за ж- работу. Вот смотри, Там же будут тут ковыряться с тобой, а людей таких мало. Хочешь Да. там плати, как бы. Да. Уже А те машина деды того все не ушли, стоит. как бы. Да, вот эти все деды, которые, Знаешь, ну, может это, там кто-то знаешь, сам. еще нет, это еще вот в этих в гаражах. Вот эти в гаражах еще Ну, там. если найдешь какого-то старого деда, которому Да, эти захочется там. ремонтники, у которых там то Да. еще Жигули, а в принципе машин-то таких уже и нету. Ну, они-то есть, но их. Ну их мало. Да, Нет, я имею в виду, специалисты- что их Никто просто нельзя. на такое не будет учиться сейчас. Кому оно надо эти. Да. Там много бабок не дадут тебе. А, Ой, не соображать говори. там явно надо, как бы. Конечно. Компьютер не подключишь. Угу. Так. Это ты точно говоришь. Так, вот такой вот журнальчик. Катушка. Так, что тут за машины такие? Рено. И Брепхэм. Брепхэм, такого даже не слышал. Какие-то старые марки, наверное. Рено Эльф, как всегда, вот это. Мишлен. Вся реклама французская. Феррода. Чемпион. Это не французская чемпион, конечно. А чье это чемпион? Чемпион, мне кажется, это американская марка чемпион. Что-то казалось всегда. Хотя могу ошибаться. А это Пармалат. Это такая марка была, она делала молоко. Ну, такая, как тетрапаках, насколько вот какие-то соки они. Возможно, не молоко, а соки. Ну, короче, такая марка была Пармалат, и она там часто каких-то, помню, спонсировала футболистов. Но она вроде как лет там 20 назад, она походу обанкротилась. А раньше она ее часто везде. По-моему, итальянская марка, везде там Пармалат. Ну, наверное, она с Пармы, скорее всего. Пармалат. Ну, сейчас ее вообще нету. Альфа-Ромео. Только не знаю, если здесь Брепхэм, то какого черта на машине Альфа-Ромео написано? Ну да, Альфа-Ромео. Красный свет. Пармалат. Брепхэм причем. Хотя надо почитать, может тут что-то тут как раз. Нет, там, наверное, все правильно. Здесь вот написано про Альфа-Ромео. Короче, скорее всего, надо почитать эту статью. Там какая-то, видно, коллаборация, что такое. Так что цена 1 рубль. Смотри, те журналы были по 15 копеек, а здесь 1 рубль. Так что из коллекции журнала. Ну это уже, видишь, тоже более какие-то Ну, такие здесь он, во-первых, детские, а это уже не то. у него как бы страниц больше, как бы, видишь, и полиграфия такая какая-то там, и видно, там оно все в одной студии так как бы рисовалось, знаешь, а здесь какие-то надо фотографии, где-то ехать, что-то там. Так, ладно, будем на сегодня заканчивать. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Подожди, я посмотрю, пока не отключай я. Мне просто интересно, на каком уровне моя ручка видна. Ну, ты видишь, она с каким замедлением это показывает. Ага, вот. Моя рука! Секунд 10, наверное, да? Ты видишь? Угу. Ага. Я не совсем понимаю, куда ее надо. Ну, короче, на лампу надо намного ниже опускать. Да, и с таким реально замедлением работает. Все, туши. Мушки летают. Всем спокойной ночи. Мы идем домой.